Вы знаете, всегда был спор консольный гейминг против ПК гейминга. Здесь вот у меня есть Xbox, есть плойка. Кстати, они уже такие замурзанные, я их просто таскаю постоянно с собой. У меня был всегда выбор. Вот, знаете, вот не было консоли, которая бы меня удовлетворяла. А теперь смотрите, что у нас есть. Asus ROG Nuke 25 года. Вот это вот по факту консоль на максималках, да? Которая, вот давайте, Intel Core Ultra 9 275HX, который нафиг шпилендосит Intel Core i9 14900K, конкретно десктопный. Прикиньте. На видеокартах, ну здесь, конечно, лэптоп-версии видеокарты 5070 Ti, либо 5080, в зависимости от конфигурации, это конкретно 5070 Ti. А знаете, что сюда можно еще 5 мониторов 4К подключить? И да, можно взять геймпад, подключить к телевизору и через Xbox Center, да, который сейчас объединяет и Battle.net, и Steam, да, и Xbox игры. Вы спокойно можете играть. Вы мне скажете, а вот там какие-то тайтлы на PlayStation 5, которые все равно перепубликовывают все на PS, да, вернее на PlayStation, на PS, господи, на персональный компьютер, да. Можете зайти в Steam и посмотреть, чего там уже только нет. Да, и во все эти тайтлы можно поиграть. Что-то выйдет, ну, через полгода, ну, появится. Зато вот это вот ультимативное игровое решение. С хорошим охлаждением, где вы не будете ограничены, там, например, вашим PlayStation, который хрен там вытянет там эти 60 Гц, там, хотя 120 есть, одна или две игры 120 Гц вытянут. А здесь вы там в Киберпанк можете поиграть на 2К под 200 FPS, а на 4К там 100-120 FPS. Да, с DLSS 4, потому что здесь есть DLSS 4, почему нет? Есть фирменная аура, да, там подсветочка. И даже вот такие вот, такое теснение ROG. 2,5 гигабитный порт, Wi-Fi 7. Смотрите, давайте по интерфейсам, поехали. 2 HDMI, 2 дисплей порта, Type-C-шечка, Thunderbolt 4, вот именно через нее, кстати, можно пятый монитор подключить. LAN RJ45 2,5, все USB 3.2, теперь дальше. USB 3.2, USB 3.2 и еще один USB-C Thunderbolt. Конечно же, кнопка включения, вот эти все приколы. Вот здесь вот у нас конкретно все светится. Вы сейчас вставочку видите, да, там очень классные вот эти вот аура-эффекты. Есть дополнительный вентилятор, дополнительный кулер на проц, и он действительно не такой горячий, как десктоп-версии. Теперь смотрите, вернее, как, допустим, даже ноутбуки. Теперь смотрите, доступ для апгрейда. Вам достаточно руками открутить вот этот вот винт. То есть это то, что делает Asus уже давно и в ноутбуках, да, он не отпадет, кстати. Ну, сейчас мы его откроем. Оп, и у нас уже он, смотрите, разобран. То есть фактически вам для того, чтобы, ну здесь аккуратно надо, чтобы ауру не отстегнуть, вам для того, чтобы его обслужить, для того, чтобы как-то проапгрейдить, вам ничего не нужно, понимаете? Вы просто, вот здесь есть посадочное место под еще один NVMe стандарта 2280, кстати, не подразумевает другого стандарта, если вы видите, креплений других нет, да, и все, и вы здесь уже там что-то там служите. Даже минимально пылька какая-то есть уже, да, там набралась. Два слота памяти, и, пожалуйста, у вас все будет отлично работать. Собирается так же просто, как и разбирается. Все, то есть вопросов никаких нет. Взяли, вот раз, и застегнули. Все, закрутили один винт, и у вас собранная консоль. Да, именно как консоль я его позиционирую. Знаете, вот очень трудно снимать такие девайсы, на которых идет все. Вот что вам показать? Вы будете смотреть, вот сколько там FPS в играх. Да все, блин, до хрена будет идти. И много FPS на самом-то деле. Давайте так, ссылка в описании под видео. Номинально покажу, что в нем внутри. Покажу, имеется в виду, мы посмотрим именно на характеристики процессоров, чуть его побенчим, посмотрим синтетические тесты и буквально некоторые игры. Потому что я не понимаю, как можно нагрузить ультимативное решение, потому что я это позиционирую как консоль. Я вообще с ним сейчас использую вот такой вот геймпад GameSir, который у меня есть. Но есть и Asus ROG геймпады в продаже, да, можете их покупать, там вообще будет полная совместимость. Я для себя выбираю там что подешевле. Можно вот такой подключить, кстати, от Xbox. Вот это все у меня уже идет куда-то на свалку истории, потому что, ну извините меня, тут и VRR поддержка, да, от GeForce, и поддержка HDR, и всего чего угодно, и 120 FPS он так уж точно выдержит. А для работы, для Adobe Premiere программ, он более универсален, более интересен, а по формату я его даже с собой возить могу, да, допустим, если я раньше таскал с собой Xbox и плойки, то это не стационарник, а, знаете, это как
консоль с мощностью стационарника формата самой консоли. Ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик и переходим уже обозреваем. Технозон. Ну что, начнем конкретно с PUBG, так как я старый пабгер, и чтобы вы понимали, мы сейчас играем там ни много ни мало на Direct 3D Enhanced 140-150 до 200 FPS в пике, 190. Я вам объясняю, давайте так, покажу вам. Это 2К на полностью самых высоких настройках. Теперь смотрим, давайте, 190, 194, 203, и это вообще действительно очень-очень круто все выглядит. Действительно, знаете, что интересно, что на 4К здесь будет больше 100 FPS, именно в PUBG. Ну, для меня это вообще основополагающая игра, потому что я в нее постоянно играю. Вообще, 5 мониторов, это просто нечто, для монтажа это вообще идеально. Так, пойдем сейчас постреляем по машинкам. Смотрите, ни лагов, ни тормозов. Теперь смотрим по загрузу. Да, CPU на 78 градусов, GPU 70. Для мобильных вариантов это очень даже нормальная температура, поверьте. При этом загрузка GPU 96%, CPU 31% и памяти на 16 гигов съела. Давайте во что-то постреляем. Бам, я промахнулся. Да стоять. Там, блин, я ненавижу вот эту вот хрень тяжелую, а я в нее попадаю, а я что-то гоню. Ладно. Слушайте, ну в принципе, давайте пойдем посмотрим на тесты. Чего там сами тесты покажут? А ну стоять. На. Ну давайте посмотрим, что нам заявляется сам производитель. Кстати, ссылки в описании под видео. Можете пойти посмотреть. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 или 7 у нас. Сейчас я вам покажу, на какой у нас. Теперь, ну там видеокарта RTX, Interkiller Wi-Fi 6E. Это нас все не интересует. Интересует то, что у нас есть Thunderbolt. Хорошо. Можно, кстати, еще видеокарту, конечно. Хотя какой смысл? 5070 Ti именно в этой версии. Bluetooth 5.4. Давайте, поехали. Вот теперь поближе. Intel Core Ultra 9 275HX. До 50-80 видеокарты GeForce RTX. Тихое охлаждение. Вот тут я не соглашусь. Ну, ни хрена не тихо. Вот серьезно, оно шумновато. Но NVIDIA DLSS 4 творит какие-то чертовы чудеса. Технология и для качественной графики DDR5 6400 МГц. У нас BIOS ROG с разгоном уже. Поддержка 5-4К дисплеев. Ну, это, в принципе, для работы. Я не советую вам играть на 5-4К дисплеях. PowerSync, синхронное включение ROG Nuke 25 и монитора ROG. Ну, это ладно, это уже такое. HDMI цик называется тема. Доступ без инструментов мы с вами уже посмотрели. И компактное устройство. Тут уж я не могу не согласиться. Тензорные ядра 5-го поколения максимальной производительности ИИ и DLSS 4. Кстати, он с тензорными ядрами должен охренеть, как работать в Adobe Premiere. Adobe Premiere, там прям вот эти все эффекты на тензорах вообще отлично отрабатывают. Но и плюс сюда же можно разворачивать искусственный интеллект. Да, на самом-то деле. Новые потоковые мультипроцессоры для нейронных шейдеров. RT-ядра 4-го поколения созданы для мегагеометрии. Ладно, тут тоже, конечно, напихали всего совсем нового. Разгон, все возможности ручной настройки. Тут они у нас, ну, RGB подсветка. Давайте так, вы сейчас видите, да, там она может быть одна такая, может быть такая. То есть ее можно управлять в самом Armoury Crate. И что у нас еще тут? Трансляция без логов. Без лагов вообще. Без логов, это перевод. Intel Killer Wi-Fi 7. Ну, тут, кстати, очень прикольно. Но все равно на BE200 основано. DDR5 6400. Подожди, так 6400, да, на самом-то деле? Или что они там вначале указывали? Да, 6400. И Thunderbolt 4 до 40 гигабит. Современная система охлаждения. Кстати, вот по системе охлаждения действительно прикольно. Он не греется так, как греются, например, аналоги, да. Ну, порты мы с вами уже смотрели, тут как бы все в принципе понятно. Проверенная надежность. Кстати, видите, 3-месячная подписка на Adobe Creative Cloud, обычная стоимость 488, то есть здесь можно, если кто-то из креаторов берет для работы, то можно и поиграть, и покреативить. Ну и что самое интересное,
Это хочется посмотреть полные характеристики. А ну, что вы нам дадите посмотреть в характеристиках? Так, 3 варианта у нас, да, есть. На Винде 11, есть Intel Core Ultra 9 275HX, ой, HX, да, HX. Вот, у нас версия 5070 Ti, 2 SODIMA, ну, максимальная емкость, кстати, памяти, объем 96 гигабайт. Это, кстати, вообще очень прикольно. Можно добавить, кстати, NVMe диск. И смотрите, у нас есть поддержка PCI-Express 5 X4. Можно SSD-шничек доставить на PCI-Express 5. LAN-порт на 2,5 гигабита. Ну, интернет Intel Wi-Fi 7 мы уже поняли. И все тут описания портов. А больше ничего такого. Вес у него 3,12 килограмм. Больше ничего такого нет. Давайте пойдем уже смотреть дальше. Если говорить о проце, то мы уже с вами поняли, да, это Arrow Lake 3-нанометровый. У нас 24 потока. У нас получается 8 производительных, 16 эффективных по факту. И в принципе, видите, они пишут скорость ядра 5, ну там он прыгает там 5200. Я сейчас вам покажу фактическую по результатам теста. Кэш третьего уровня 36 мегабайт. Теперь, ну, материнка, это понятное дело. Память у нас 4 субканала по 32 бита. Это двухканальная 64-битная память. По графике сейчас посмотрим отдельно. Давайте стартуем бенчмарк и посмотрим, что у нас из этого получится. У меня, кстати, ну, точно на таком процессоре есть Asus ROG. Боже мой, с чем же его сравнивать-то, а? Intel Core Ultra 285, он немножечко отстает, потому что там изначально это десктопный процессор. Очень странно, слушайте, мобильный процессор практически такой же, как десктопный. А Intel Core, блин, он тупо делает Intel Core i9 14900 32-поточный десктопный. Прикиньте. Вот прикиньте, по математике, да, ну уже там с 13900 даже сравнивать не буду. Там Ryzen 9 7950 на 32 потока, он его отымел по факту, а больше сравнивать не с чем. Ну, само собой, все предыдущие процы. Ну, если он практически отстает на чуть-чуть, в одноядерном тесте практически одинаково, и на чуть-чуть отстает от десктопного 285K, то тут уж, ну, я вам скажу, это очень-очень неплохо. По видеокарте. GDDR7 Samsung, 192 бита у нас ширина шины 5070 Ti, то есть на 5080 будет еще интересно. Кстати, у меня конфа на Asus ROG 5080, прикиньте, да, тут прикольно. 12-гиговая, и тут уже должно быть все в огоньках, что в принципе можно и подтвердить. Так, у нас 2К по графике, у нас трассировка лучей ультра, конечно же, DLSS включим. Ну, давайте запустим. Все тестирую на 2К. Вот честно вам скажу, для Full HD такой овер мощности я бы вообще не рассматривал. То есть минимум 2К игры. Для Full HD тут вообще будет какой-то трэш. И что мы имеем с вами? Да ладно, кадров в секунду 159, 156 на трассировке лучей ультра. Это киберпанк. 140, 150. Мне сказать даже нечего. То есть, вот хочется сейчас проведем тест без трассировки. Давайте без генерации кадров, да. Сделаем Super Resolution и без генерации кадров посмотрим на результат. Но сам факт, что на 2К, на ультра трассировке лучей мы имеем такой результат. Это ультимативный комп, ультимативная консоль. Я буду ее называть консоль. Не знаю, у меня прям ассоциация PlayStation, Xbox и вот в один ряд можно поставить. Такая консоль на стероидах, да? Супер консоль можно даже назвать. Кстати, название для видео. Супер консоль на стероидах. Кстати, кто не любит вот эти вот трассировочку лучей, когда вот эти лучики пробиваются там через дымочек. Ай, в лужах. Вот смотрите, вот эти вот отражения. Прям обожаю, обожаю. Так, смотрите, 160 кадров. Давайте сейчас поменяем. У нас, видите, генерирование кадров. Отключаем генерирование кадров. Мы перезагрузили. И давайте стартанем сейчас. А нет, стоп. Я хочу поставить на пресетах. Давайте. Трассирование ультра без генерации. Да, без генерации. Все.
И запускаем тест. Здесь будет, конечно же, FPS поменьше, но зато не будет генерации кадров, которые в некоторых моментах, на некоторых углах, там еще чего-то могут давать какой-то мыльный эффект, либо шлейфы, да, там некоторые пользователи жалуются на это. По крайней мере, я никогда не замечал. Да мне, в принципе, и больше 100 кадров там нафиг не надо. А ну давайте смотрим, что здесь будет. 2К гейминг без генерации кадров, полностью без генерации на ультра 2К трассировки кадров больше 60 кадров. Ожидаемо. Ожидаемо и очень даже неплохо. На улицу вылетит сейчас, будет еще больше кадров. Прям неплохо, неплохо. Особенно вот этот вот дым, вот этот неоновый дым. Это очень тяжело для видеокарт. Если кто не знает, то это прям вообще, знаете, такое... Вот сейчас 76, сейчас по идее выходим. Вот эти лучи вообще просто классно. Смотрите отражение в луже. Отражение в луже. Если кто не знает, как посмотреть разницу, посмотрите отражение в луже и с RTX, и без RTX. Вы поймете, что отражение в луже будет просто матовая поверхность и все. Там не будет отражения изображения. Отлично. Что я могу сказать? Просто отлично. Сейчас посмотрим 3D Mark. Сейчас дождемся окончания теста. 65 кадров в секунду. Средний будет однозначно выше 60 и минимальный меньше 60 не будет. Я как бы даже прогнозирую. Это без генерации кадров DLSS, еще раз напоминаю. Давайте смотрим. Минимальная 62, как я и говорил, максимальная 78. А вот здесь мы сейчас с вами увидим-то всю правду, да, и по температурам, и по частотам. Я делал разные тесты, однозначно. Если брать Speedway, да, там у нас, ну, по Speedway тут нельзя по данным посмотреть, но по Speedway это 4536 кадров. И смотрите, средний для такой конфигурации 454, а у нас 4536, один из топовых показателей. Хочется развернуть данные по температурам и тому подобное. Для этого нам нужен немножко другой тест. Steel Nomad. Смотрим. На DirectX 12 у нас, кстати, тест 3960. И в Battlefield 5, ну давайте там то, что они предлагают, конечно, в 2К ультра будет 155 плюс FPS. Допустим, на Apex будет 140 плюс FPS, на GTA 5 будет 110 плюс FPS, на RDR 2 65 плюс FPS, на Fortnite 65. А если на 1080p ультра смотреть, то там какие-то сумасшедшие вообще цифры. На RDR 180 плюс, на GTA будет там вообще 170 плюс. То есть о чем можно говорить. Давайте загрузим вот такой вот интересный результат. На детализованном мониторинге мы видим, что у нас температура средняя 60-70, 60-70. На пиковом значении было 87, CPU поднялось один раз. И потом обратно опустилось 71, 72, 73, 75. В GPU температура была 50 градусов до 68 пиковых. И это в принципе нормально, да, то есть при каких-то больших нагрузках. Максимально у меня, я вижу, частота поднималась до 5,4 ГГц, 5399 по процессору. Это больше в процессорных нагрузках. И вижу по GPU клоку максимально у меня 2467. Вот то, что я вижу, да, там 2497. Выше не видел, чтобы был подъем. Но вы, в принципе, можете все это отрегулировать в разгоне сами. По 3D Mark очень даже неплохо. Хочется отметить, что у нас есть такой инструмент управления, как Armoury Crate. Да, очень классная тема, где вы можете выбирать режимы работы, управлять практически всем компьютером. У вас есть очень классный мониторинг, у вас есть управление устройствами, Aura Sync управление. Здесь, кстати, видите, у нас вот, установка освещения устройства. И можете выбирать эффекты ауры, да, там, то есть менять моргание, статическое дыхание, стробоскопы. Ну, это все, знаете, какие это называю? Я это называю игрушки, да, там есть у нас профили сценариев, различные макросы, которые мы можем прописывать, библиотеки игр, которые будут, грубо говоря, под каждую игру. У них есть там какие-то пресеты лучшие для этого компьютера, да, вот он понаходил игры, в принципе, можно играть с их пресетами и оптимизироваться, конечно же. Так, смотрим. По Crystal Disk Info у нас сейчас на PCI Express 4X4 стоит, в принципе, диск PCI Express 4X4, терабайтничек,
ключик на NVMe Express 2.0 стандарта. И тут как бы все в порядке. Мы сейчас будем мониторить температуру. Давайте запустим тест скорости чтения и будем с вами постоянно обновлять температуру. Я думаю, что здесь вообще ничего не шелохнется. Тут либо датчик будет по-другому работать, либо вообще доступа не будет. Вот, кстати, заканчиваем тест. Температура держится 45 градусов. Охлаждение идеально. Знаете, в чем фишка? 6529. Отличный результат на чтение. На запись напрямую 538. Знаете почему? Потому что у нас не хватает... Всего лишь у нас забито на 96% диск, и поэтому это такой низкий показатель. Для того, чтобы он показать, то есть надо хотя бы освободить процентов 25-30 диска, а не оставить 4% заполненных. По диску вообще вопросов нет. Освобождать ничего не буду, сразу говорю, удалять ничего не буду. Игрушки установлены. Не-не-не. Но по диску все отлично. Охлаждение отлично, по скоростям супер. Знаете, что хочу проверить? Хочу проверить тривиальный спид-тест. Просто насколько он нам сможет что-то показать. Сейчас мы тестируем 5 ГГц. У меня сейчас стоит Wi-Fi 7 роутер, но в 5 ГГц он работает. 1,7 гигабит. То есть здесь чистый вот Wi-Fi 7 модуль, который уже проверены эти Intel на базе чипсета Intel BE200, там вообще вопросов нету. 1760 на 1100, ну, как бы, какая линия есть, такая есть. Но Wi-Fi честный. А знаете, что хочу? Хочу LAN RJ45 еще проверить. Сейчас воткну, сколько он будет актуально нам. Сейчас посмотрим, насколько нам сервера что-то выдадут. Вот такой чисто теоретический ответ. Можно просто платить, а счета не буду выставлять. Вот просто договоримся об одной теоретически справедливой для арендодателя цене и все. Так, пробуем LAN RJ45. 2.4 даже не просите. Даже не просите тестировать на данных компах 2.4 использовать. Это просто преступление. То есть купить комп. Блин, а это у нас гигабитный, да? Гигабитный LAN. Сейчас мы подключим 2,5 гигабитный. Мне надо проверить честность порта. Так, включили 2,5 гигабита. Так, LAN у нас тоже, ну там тут чистый 2,5 гигабитный LAN, тоже видим ограничения по моей линии 1,7 гигабита, которая у меня на текущий момент есть. То есть тут как бы я все подтверждаю, вопросов нет. На отдачу может быть ниже, потому что это все-таки тест на Nessus, на Вену, да. Ну, давайте посмотрим. Там на upload всегда было такое себе дело. Ну нет, мы сейчас больше гигабита пошли, и тут как бы тоже все шикарно показывает. Я, понимаете, здесь нет смысла вам показывать, как здесь просматривать видео, это бессмысленные дела. Как допустим, что-то редактировать, потому что это овер мощность даже для видеомонтажа. Doom The Dark Ages. Ну, чтобы вы понимали, это 2К на ультра. Смотрите, я вам сейчас покажу настроечки. Давайте, смотрите, 2К, без вертикальной синхронизации. И опускаемся ниже. С Motion Blur. Давайте. На ультра настроечках. Я могу, кстати, включить DLSS фрейм генератор. Да, и это будет совсем другое дело. Можем вернуться и увидеть здесь 220 FPS на 2К ультра. То есть 220 FPS в Doom Dark Ages. Без именно... Ты куда ты? Без DLSS с фрейм-генерацией у нас получается где-то 70. Да иди ты знаешь куда, блин, достало. Где там кто стреляет? Ну, это вообще очень неплохо, я вам серьезно говорю. Даже в 4К можно поиграть на ультра настроечках с DLSS. В принципе, он будет вытягивать. Так что... Не зря такое топовое решение, даже на 50-70, не беря во внимание то, что есть 50-80, можно спокойно брать. Для вас выбирайте вот то, что вам лучше. Тут же стоит еще понимать, что этот мини-ПК проходит стандартизацию MIL STD 810. То есть это, знаете, это вот сделали на века. Хотя вот для ноутбука еще MIL STD понимаю, там какой-то шейкинг, да, когда там их возишь, они трясутся, либо там, не дай бог, где-то в рюкзачке ты его уронил, он упал и тому подобное. Там еще как-то нужно с этим бороться. Куда здесь дальше, кто не помнит, туда в самом начале я потерялся. Там еще как-то можно переживать, что там где-то ударишь. Но такую консольку там... По-моему, это чрезмерно заплаченные деньги за прохождение этого стандарта.
Индиана Джонс. Кто играл? Кто играл в Индиану Джонс? Здесь, конечно, не самая масштабная локация, но на текущий момент 130 FPS. Давайте покажу вам в настроечках. Это тоже 2К, практически высокие настройки. Хроматические операции включены. У нас тут, видите, на ультра тени, глобальная иллюминация на high и некоторые настройки на medium. Давайте включим с вами еще рейтрейсинг на высокие. Что-то тут заведем. Попробуем. И получим больше 60 FPS. Кстати, с рейтрейсингом, ну такие тени вообще шикарные. Я вам говорю, слушайте, вообще топ. Я не знаю, как думаете, Counter-Strike стоит проверять? Или уже сразу понятно, что здесь будет на максимуме, да, на каком-то, на жестком. Ну и давайте уже, короче, наверное, проходить, резюмировать, потому что для меня это вот такая, вот, знаете, консоль получилась, да твою мать. Понятное дело, что темно, но хватит. Все, переходим, резюмируем видео. В качестве выводов скажу, я влюбился в такую штуку. Да, у меня есть мой любимый ноутбук Asus ROG, но в качестве моего рабочего инструмента для видеомонтажа я с удовольствием выберу это. Вот я вам серьезно говорю. Я рекомендую, очень классный формат, новые мощности, новые технологии. И, как всегда, знаете, меня порадовало, Asus порадовал. У меня когда-то был P713 Asus ROG ноутбук. Блин, он проработал много лет. У меня до сих пор есть древний Asus ROG, которому 12 лет, даже 13, сколько там, или 16. Да, там, вообще что из первых пионеров, он до сих пор работает, на нем играть можно. О чем можно говорить? Все, ребят, мои рекомендации есть. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.